Всем привет! Меня зовут Екатерина Гафурова, вы вновь на канале Beauty Ликбез. И в этом видео я поделюсь с вами о том, как я ухаживаю за своей кожей лица и какие средства помогают мне поддерживать ее в хорошем состоянии. Ну что, давайте не будем затягивать, и мы начинаем. У меня нормальная кожа. Редко, когда бывает какой-нибудь залетный прыщик, и то через 2-3 дня он сам исчезает. Я взяла за основу за своей кожей лица корейскую систему ухода. Только вот в настоящей корейской системе целых 10 этапов, а я обычно справляюсь, 5 или 6. Все зависит от ситуации. Итак, самый первый и самый важный этап – это очищение. Если сделать очищение некачественно, то это чревато забитыми порами и черными точками, поэтому кожу очищать нужно очень хорошо. И от пыли, даже если вы не краситесь, и, естественно, от макияжа. У меня в моем очищающем арсенале есть два средства. Это гидрофильное масло и пенка для умывания. Если, например, у меня макияж легкий, дневной, без каких-то водостойких текстур, я использую только пенку для умывания. У меня это корейский бренд Farmstay, и называется она Green Tea Seed. Как обычно, все названия косметики и средств я всегда пишу в описании под видео, поэтому всегда вы можете там это посмотреть. Очень нравится мне эта пенка, у меня уже 3-й тюбик. Настолько она универсальная, хорошо очищает, и, в общем-то, не хочу я ее менять. Гидрофильное масло я использую тогда, когда у меня есть водостойкие какие-то текстуры, водостойкие карандаши, например, плотный тон, матовый, то есть то, что вряд ли ототрет пенка. Как я его использую? Я его наношу прямо на грязное лицо, делаю легкий массаж. Пока я делаю этот легкий массаж, масло растворяет косметику, и потом обязательно я умываюсь после этого дела вот с этой пенкой. То есть вот эти средства, они как два брата-акробата друг другу помогают. Это растворяет водостойкий макияж, это помогает доочистить кожу от остатков масла и вот этой растворенной косметики. Кстати, для тех, у кого большие поры и они забиваются жиром или какие-то сальные пробки образуются, такое бывает. И вот это гидрофильное масло, кстати, так как оно растворяет любую жирную текстуру, можно попробовать нанести его на чистое лицо, вот на те зоны как раз, где есть забитые поры, и подождать минут 5-7, сделать легкий массаж и посмотреть, и вы потом увидите, что вот эти ваши темные точки черные, они становятся менее заметны. Второй важный этап – это этап тонизирования. После умывания пенкой или гидрофильным маслом я должна удостовериться, всю ли косметику я смыла. И я могу это сделать только тогда, когда протру лицо ватным диском, смоченным в тонике. Мало того, я проверяю, все ли чисто, и также этот тоник помогает восстановить pH-баланс кожи. Кстати, обратите внимание, в какой упаковке у меня тоник. Это сменный рефил. То есть, если, например, вы уже потратили вашу бутылку со средством, с тоником, с шампунем, с тем же самым, вот некоторые производители делают вот такие сменные рефилы. Они обычно стоят немного дешевле, потому что вы не переплачиваете за новую бутылку. И просто вот это средство вы переливаете в свою бутылку, которая у вас уже есть, и снова пользуетесь этим средством. Далее идет 3-й этап, это использование тонера. Что такое тонер? Тонер – это такая водичка, но она чуть более густая. Сложно назвать это уже какой-то гелеобразной консистенцией, нет. Но эта вода не такая жидкая, как вода. Она обогащена уже питательными уходовыми компонентами. И какая разница вообще между тоником и тонером? Этот вопрос очень часто волнует всех тех, кто любит ухаживать за своим лицом. Смотрите, если тоник, он подготавливает кожу к дальнейшему нанесению средств, то есть он что? Он дочищает кожу и восстанавливает pH-баланс, то тонер, он уже как проводник выступает, он помогает лучшему усваиванию, впитыванию
всех последующих уходовых средств, таких как сыворотка, крем. Как его использовать? И лично я прям на ладошку наливаю небольшое количество, растираю это средство в ладонях и прям вот так вот прикладываю на свое лицо. Не использую никаких дисков ватных, потому что это увеличивает расход, да и зачем мне это надо, если все средство на моих ладонях оказывается у меня на лице. Следующий шаг моего ухода — это использование сыворотки. И уже несколько лет я пользуюсь вот этими сыворотками. Это корейская сыворотка, называется она It's Skin. Эти сыворотки бывают разные: увлажняющие, питательные, анти-эйдж сыворотки, направленные на сужение пор, на устранение пигментации. То есть все это выбирается непосредственно из ваших особенностей кожи. У меня конкретно это обычная увлажняющая сыворотка, имеющая такой легкий питательный эффект. В общем, это неотъемлемая часть моего ежедневного ухода. Конечно же, не оставляю никогда без внимания свою кожу вокруг глаз, и всегда, каждый день вечером я наношу крем, как раз таки предназначенный для зоны вокруг глаз. У меня это тоже корейский крем от марки Mizon. Вот этот крем конкретно тоже советую. Был замечен эффект, тоже разглаживает мелкие морщинки. И у меня это уже третья упаковка. Да, третья упаковка. Что же касается использования увлажняющего крема, то здесь после сыворотки я всегда смотрю на свои ощущения. Например, если мы говорим про летний сезон, то мне этой сыворотки вот так достаточно, я не чувствую никакой сухости, нет никакого ощущения стянутости, кожа в хорошем состоянии. Но бывает иногда в холодное время года после сыворотки кожа немножечко тоже стягивается, как будто ей не хватает питания, увлажнения. И вот в таком случае я уже подключаю крем. У меня это крем от марки Aravia, вот такая банища огромная. Я ее покупала года полтора назад, и за эти полтора года я измазала, ну, практически всю банку. Посмотрите, вот сколько осталось, там совсем чуть-чуть. Хороший крем, легкая консистенция, быстро впитывается, не были замечены никакие забитые поры после него. Крем мне очень понравился. Он называется интенсивно увлажняющий с мочевиной 10%. И хочу пару слов сказать о том, как я пользуюсь увлажняющим кремом. Вроде бы казалось, да, что сложного взять и нанести крем на лицо. Но здесь есть тоже такой нюанс, как можно сделать это более тонко, чтобы не перегрузить кожу кремом. Я беру буквально чуть больше горошины крема на ладонь, растираю эту горошину в ладонях и вот так вот прикладываю ладони к лицу. Тем самым у меня получается очень тонкий слой крема, и кожа, ну, даже если она там как-то сохла, она перестает это делать, потому что тоненькая пленочка крема на лице есть, и в принципе этого уже достаточно. Иногда вместо увлажняющего крема я люблю использовать натуральные масла. Вот сейчас я приобрела себе масло жожоба, и точно так же, как и крем, я наношу пару капель этого масла на ладонь, растираю это масло в ладонях и точно так же прикладываю ладони к лицу. Кожа после этого масла просто бархатистая, она очень мягкая. И, в принципе, если вы не хотите какой-то крем покупать, вы можете вполне себе обойтись вот таким натуральным маслом. Тоже купила я его либо на Wildberries, либо на Озоне. Ссылочку я вам оставлю. Ну и куда же без экстра, так скажем, дополнительных действий, которые я делаю также для того, чтобы кожа была ухоженная, мягкая. Конечно же, это пилинг. Нельзя игнорировать пилинги. Я не люблю пилинги с какими-то жесткими ягодными косточками, никаких ни абрикосовых, ни малиновых, ни смородиновых, никаких. Потому что это очень жесткие абразивные частицы, которые могут травмировать кожу. Я очень люблю мягкие, щадящие пилинги. У меня вот энзимный пилинг от Aravia. Нравится он мне, его легко использовать. Я его наношу на чистое сухое лицо. Он в виде крема, обычный белый крем, приятно пахнет. Вы его наносите на все лицо, делаете легкий массажик, и обязательно нужно под пленку, для того, чтобы все вот эти ферменты, они активизировались, и пилинг на вашей коже сработал. Я укутываю лицо в пленку и хожу с пленкой где-то минут 20, после чего иду
смываю, и кожа становится такая очищенная, мягкая, гладкая. В общем, сразу заметно, что пилинг работает. В принципе, нормальная ценовая категория, нормально работает и, в общем-то, для всех типов кожи. Поэтому, если что, вот могу его тоже рекомендовать. Также, конечно же, в моем уходе есть и маски. Конкретно сейчас у меня в ходу две маски. Тоже это маска от фирмы Aravia. Snail Lifting Mask, маска лифтинговая с муцином улитки для сухой и зрелой кожи лица. Ну, я на самом деле никогда не обращаю внимания на то, что пользуюсь косметикой Anti-Age, потому что в косметике Anti-Age очень много питательных и ухаживающих компонентов. В принципе, пользуюсь я не каждый день, но когда мне нужно напитать лицо, она очень хорошо работает. И еще у меня есть маска от марки Green Made. Это производитель натуральной косметики. Вот маска у меня универсальная, тоже для всех типов кожи. Успокаивает, тонизирует, обладает питательными и регенерирующими свойствами, уменьшает потерю влаги. Но состав: вода, цитрусовый пектин, масло миндаля, кунжута, какао, лецитин, отвар ромашки, зеленого чая, хиноцея, алтея, ламинарии, корни лопуха, эфирное масло Petit Grain, коллоидное серебро. Все. Это весь состав. Так, осталась последняя позиция. Понимаю, может быть, для кого-то это уже слишком много средств. Уже, наверное, кто-то хочет, чтобы видео быстрее закончилось. Так вот, последняя позиция. Я обычно не страдаю отеками. То есть у меня отеки бывают с утра чуть-чуть, если только на ночь я съем что-то соленое или выпью много жидкости. И вот с утра я просыпаюсь, и я вижу все равно на своем лице такую легкую отечность. В таком случае либо я делаю массаж лица, что в принципе быстро помогает вернуть лицо в нормальное состояние. Либо, если мне лень, я могу использовать вот такую криолифтинговую маску. Открыла ее для себя недавно, мне подарили эту маску, и я нахожусь в таком приятном удивлении. Это российский производитель, Сибирское здоровье, по-английски звучит как-то Siberian Wellness. В общем, эта маска, она такой плотной гелевой текстуры, и я ее использую в качестве патчей, но ее также можно наносить и на все лицо, но мне нравится вот в качестве патчи нанести вот на зону вокруг глаз, иногда даже наношу ее на веки. Хожу минут 20, и уже вот в эти вот 20 минут, там через 5-10 минут после нанесения, я уже вижу, что у меня отек уходит. После того, как я умылась теплой водой, смыла эту маску, остается такое легкое охлаждающее действие, приятное, которое длится потом еще минут 20-30. Ну и, соответственно, уже отек становится гораздо меньше, и где-то, может быть, на 90% он уходит. Поэтому эту маску тоже могу порекомендовать. Оставлю ссылочку, как ее можно купить. Да, генетика, правильное питание, добавки очень сильно влияют на состояние нашей кожи. Но правильный уход еще никто не отменял, и он никому еще никогда не сделал хуже. Я вообще считаю свою вот эту систему достаточно универсальной. Если она вам понравилась, но у вас другой тип кожи, просто замените средства для нормальной кожи средствами для жирной кожи, а в общем-то вся последовательность, она остается прежней. Но, конечно, я обязана это сказать, прежде чем что-то делать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Ну что, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это помогает продвигать мое видео в топ. Но мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока!